В этот раз я решил отправиться в самое необычное для себя путешествие. Оказаться на самом краю России. Насладиться невероятными пейзажами. Проникнуться атмосферой удаленных мест. И, конечно, увидеть океан. Поэтому я здесь. Сахалин и Курила. Всем привет! Это начало нашей новой поездки, и в этот раз мы смотрим Сахалин и Курила. На самом деле я очень давно хотел посмотреть эти места, и вот наконец я здесь. Думаю, это будет самая впечатляющая, самая масштабная моя поездка в этом году. Сейчас мы в Южно-Сахалинске, позади меня аэропорт имени Чехова. Буквально 10 минут назад закончился наш 8-часовой перелет из Москвы. Мы пересекли практически всю страну из края в край, чтобы оказаться здесь. Но я думаю, местные красоты того стоят. Итак, немного по нашим планам. Всего мы пробудем здесь 10 дней. Первую половину мы проведем на Сахалине и посмотрим все популярные достопримечательности. После этого мы отправимся на остров Утуруп, где пробудем до конца нашей поездки и посмотрим самые знаковые места там. Жить мы будем в гостиницах, на этот раз никаких палаток. Иногда надо отдыхать комфортно. На самом деле мы хотели заглянуть еще на Кунашир, но потом подумали, что посещение еще одного острова отнимает слишком много времени, которого у нас, к сожалению, не так много, поэтому от этой идеи отказались. Но я думаю, это неплохой повод вернуться сюда еще раз в будущем. Сейчас нас уже ждет транспорт в Южно-Сахалинск, где мы отдохнем, посмотрим город и завтра уже отправимся смотреть природу. Южно-Сахалинск очень симпатичный город. Кажется, он состоит сплошь из типичной российской застройки. Но на самом деле здесь много японских построек. Просто с виду нельзя сказать, что они японские. Очень уж похожи на русские. Да и в целом город не воспринимается как обычно российский. Почему-то кажется, что на него сильно повлияла японская культура, множество представителей которой долгое время проживало тут в прошлом. Ну еще здесь очень любят Чехова. Здесь есть аэропорт имени Чехова, театральный центр имени Чехова, музей книги Чехова. В общем, вы поняли. Пожалуй, самое первое, что вы должны сделать, когда приедете сюда, это сходить в один из местных корейских ресторанов. Они пользуются большой популярностью у туристов, и мы также не прошли мимо. Дошли до местного краеведческого музея, вот сейчас позади меня. Это единственное здание в таком стиле в Южно-Сахалинске, ну и в целом в России, насколько мне известно. Так что это и своеобразная визитная карточка этого города. Стиль этого здания называется Тейкан, и это японский национальный архитектурный стиль, в котором большое внимание уделяется деталям. Само здание музея является японским, и построено оно было в 1937 году. К сожалению, в день нашего приезда в музей мы так и не попали, поэтому у меня остались только футажи снаружи. Я небольшой фанат музеев, однако говорят, что здесь довольно интересно, и точно стоит посетить это место. Что ж, сегодня прошлись по Южно-Сахалинску, посмотрели город, кое-что я показал вам, много что оставил за кадром, чтобы особо не растягивать хронометраж. Ну, вы знаете, я не очень люблю обычно показывать города. Что меня немного удивило, я, конечно, знал, что на Курилах погода меняется очень быстро, но я почему-то не думал, что это касается Южно-Сахалинска. С утра, когда мы вышли из самолета, было прохладно, но в толстовке было более чем комфортно, потом температура поднялась. Когда мы завтракали, было уже около 20 градусов, в толстовке было жарко. Я остался в одной футболке. Когда мы пошли смотреть город, опять похолодало, солнце скрылось, пришлось надеть толстовку. Потом и вовсе поднялся сильный ветер, и стало уже холодно. В этот момент я понял, что я допустил большую ошибку, не взяв с собой куртку. Соответственно, я немножко подмерз. После этого мы заглянули в гостиницу, я ее забрал. Сейчас вы видите, я в ней. Ну и также я сменил шапку на более теплую. И вышли на вечернюю прогулку по Южно-Сахалинску. Сейчас мы уже купили все, что нам нужно. Так что сейчас зайдем поесть и отправимся уже в гостиницу. Завтра мы поедем на мыс Великан.
Выдвигаемся сегодня примерно в 9 утра. Добираться туда мы будем на Mitsubishi Delica. Тут, в принципе, многие туристы перемещаются на таких. Это такая японская версия буханки с примерно такой же проходимостью, но без прямых углов в кузове. На нашей, к тому же, были переделаны колеса под бездорожье. И, как оказалось, неспроста. Маршрут от Южно-Сахалинска до мыса Великан имеет длину примерно 83 километра, 35 из которых пролегает по бездорожью. На самом деле это нельзя назвать полноценным бездорожьем. Скорее, это просто разбитая грунтовка с кучей кочек. Но еще до того, как мы съехали с асфальта, случилось, пожалуй, одно из самых лучших событий за сегодня. Первая встреча с Охотским морем. Ну что ж, по дороге к мысу Великан мы решили остановиться около Охотского моря. Сейчас я гуляю по берегу. Тут довольно сильные волны сегодня. Море громкое, я не знаю, хорошо ли меня слышно. Но это, в общем, очень здорово. В дальнейшем с нами также будет Охотское море, мы его увидим еще не раз. Но это наша именно первая встреча за эту поездку с ним. Это очень классно. Сегодня, по крайней мере сейчас, хорошая погода, светит солнце, достаточно тепло, на небе есть облака. Я, по-моему, в каком-то прошлом видосе говорил, что с облаками круто, потому что кадры получаются более пафосные. Здесь мы ненадолго, сделали небольшую остановку, и сейчас мы уже поедем дальше к мысу Великан. Ехать нам еще где-то 2 часа. Вот мы и съезжаем на бездорожье. Одновременно с этим заканчиваются и красивые виды. Дальше большую часть мы едем по лесу. Сначала он воспринимается очень бодро, но скоро приедается и уже просто ждешь прибытия в конечную точку. Вот мы и на месте, добрались до мыса Великан. Он вот там сзади меня сейчас. Нам до него еще необходимо будет дойти. Пока что мы добрались до небольшой базы, оставили здесь машину. Ждем оставшихся членов группы и уже пойдем к мысу Великан. На самом деле дорога была довольно утомительная, особенно последняя часть, она пролегала через лес. Там виды почти не меняются, и там в целом ничего, кроме деревьев, кустов особо не видно, разве что кое-где симпатичный лес, но в основном достаточно уныло. И конец очень радует, потому что ты выезжаешь из леса, и за последним поворотом перед тобой буквально сразу открывается море. Это очень круто. Когда наконец добираешься до мыса, первое, что сразу замечаешь, когда выходишь из транспорта, сильный запах йода. А появляется он там благодаря ламинариям, которые обильно выбрасывает волнами. Ими буквально усеян весь берег. Они съедобные и после некоторой обработки даже вкусные. Кто-то даже пытался их пробовать в сыром виде. Но мне кажется, это плохая идея. Посмотрели на мыс Великан и сейчас будем двигаться обратно.
Довольно красиво, интересно выглядит. Раньше я нигде подобного не видел. Но, насколько я понял, настоящий мыс Великан, он находится чуть подальше, а к этому мысу это название прикрепилось, потому что его так называют местные, хотя это не совсем правильно. Стоит отметить, что к мысу можно дойти двумя тропами – по пляжу и сверху по скале. В конце с нее можно спуститься и подойти вплотную к мысу. Мы прошли сначала по пляжу, теперь прогуляемся по верху. Здесь можно сделать, мне кажется, даже более красивые фото. Мы решили пройти здесь еще по одной дороге, она идет сверху, то есть до этого мы шли снизу по пляжу до Великана, сейчас мы проходим сверху по уступам. Вот он внизу уже мыс Великан, и, как вы видите, погода уже поменялась, я уже переоделся, сейчас стало пасмурно. После прогулки до мыса можно и пообедать. Уха на берегу моря – это круто, но засиживаться долго не стоит. Если пройти по пляжу в сторону, противоположную мысу, можно найти небольшой водопад, так что мы идем туда. Я ранее говорил про ламинарии, которые выбрасывают на берег. Они не просто так здесь сгнивают. Когда мы шли по пляжу, местные, во всяком случае они были похожи на местных, их собирали, раскладывали и проводили какие-то операции. Не берусь судить, что именно они делали, но это явно была подготовка к последующей обработке и реализации этих ламинарий. Знаете, здесь, на самом краю России, на берегу моря, я почувствовал какое-то особое умиротворение. Не знаю, вот эта удаленность от дома, меланхоличные пейзажи, они создают какую-то особую атмосферу. Такого я раньше, наверное, нигде не чувствовал. Посмотрев все, что можно здесь, и бросив еще один взгляд на мыс, отправляемся обратно в Южно-Сахалинск. Новый день, новая вылазка. Сегодня мы едем в бухту Тихая, но перед тем, как отправиться на место, мы остановились в небольшом поселке Стародубское, где очень часто на пляже можно найти янтарь. Его выносят волнами, поэтому просто поковырявшись в песке, можно найти несколько камушков. Да, они будут не очень большие, но они есть. Самое забавное, что сейчас волн нет, а янтарь найти можно. Янтарь здесь появляется из затопленных шахт неподалеку. Его со временем вымывают оттуда волнами, особенно после штормов, и выносят сюда. Так что народ приезжает сюда покопаться в песке и поискать заветные камушки. Довольно медитативное занятие. Но здесь есть кое-что более интересное, чем янтарь в песке. Это нерпы. Они лежат на скалах перед пляжем, и издали они похожи просто на серые камни. Камера без хорошего зума не достает, но с дрона снять можно. Правда, они моментально покидают свое лежбище, когда рядом что-то шумит.
Я всегда хотел съездить в Японию. Не знаю, когда при нынешней обстановке я смогу исполнить свою мечту, но могу сказать, что сейчас я максимально близко к Японии, чем когда бы то ни был. Сзади меня стоят ворота Тории. Наверное, любой, кто смотрел аниме или какие-нибудь японские произведения, видел их, но там они обычно красные и сделаны из дерева, а здесь они серые и сделаны из бетона. Это такая частичка Японии на Сахалине. Всего на Сахалине где-то 3 таких врат, и вот это одни из них. Кстати, недалеко от врат был небольшой закуток, где активно продавали камчатских крабов. Крабы – это, наверное, одна из главных гастрономических достопримечательностей здесь. Поэтому нельзя приехать на Сахалин и не попробовать краба. Многие даже везут мясо краба отсюда в подарок друзьям и знакомым. Но это лучше покупать в Южно-Сахалинске и перед отъездом. А здесь можно взять свежего, попробовать вечером. Также здесь продается пенсе – популярные корейские пирожки на пару. В качестве начинки используют корейскую капусту кимчи и, конечно, специи. Получается вкусно, хоть и немного островато. Конечно, рекомендую попробовать, но пора уже ехать в бухту. Бухта Тихая расположена на восточном побережье острова, в 130 километрах от города Южно-Сахалинск. С обоих концов она закрыта природными образованиями, мысом с одной стороны и пиком Смелой с другой. Поэтому сильных волн тут не бывает, да и глубина здесь не очень большая. По одной из версий, бухта получила свое название благодаря русскому мореплавателю Крузенштерну. Но самое интересное, что бухта не имеет ничего общего со своим названием, потому что по берегу тут часто ходят довольно сильные ветра. Настолько сильные, что пришлось выкинуть часть моих появлений в кадре. Выглядели они примерно так. Но не буду таким мучить. Расскажу из-за кадра. Сначала мы решили пройти до подножия Смелого, а после двинулись к мысу в противоположный край бухты. Идти между этими точками примерно 2 километра. Ну и конечно, раз тут не глубоко, почему бы не обойти мыс? Путь там только по воде и камням, так что лучше взять тапки. Вода, хоть и начало октября, на удивление не особо холодная, даже ноги не сводит. Того, что бухта явно не соответствует своему названию. Как я говорил раньше, здесь довольно сильный ветер. Конечно, навесно, но съемка точно не способствует. Погода все больше портится, бухту уже обошли, так что можно обедать. Как раз попробовали крабов сахалинского и королевского. Корейский суп химультан, который делается из всех морепродуктов, ну и, конечно, сами местные морепродукты по отдельности. Ну и можно еще немного прогуляться по бухте. Тут, как и во вчерашней поездке, есть путь сверху, так что не стали упускать возможность подняться туда.
Сегодня мы должны были поехать на маяк Анива, но, к сожалению, эта поездка откладывается. Я надеюсь, откладывается, а не отменяется. На улице идет проливной дождь, поэтому вместо маяка мы сегодня едем на озеро Буссе. Это место больше для гастрономического туриста, но выбирать не приходится. Утро было довольно мрачное и холодное. Шел дождь, и от этого путь до озера получился довольно атмосферным. Сразу скажу, что тем, кто ездит за видами, это место не зайдет от слова совсем. Но вот гастротуриста оно точно порадует, потому что здесь можно попробовать, наверное, почти все, что можно найти на Сахалине. Устрицы, креветки, трепанги и прочее. Итак, господа, озеро Буссе, мы все-таки добрались до сюда. Погодка сегодня, конечно, шепчет. С утра был очень сильный дождь, ветер, в общем, такая очень промозглая, очень противная погода. Сейчас стало чуть лучше, дождь остался, но такой мелкий, нужно сказать, его совсем нету. Здесь мы будем охотиться за устрицами, морепродуктами, хотя охота это, конечно, не назовешь, скорее собирательство. Здесь на озере есть 4 устричные банки. Устричная банка — это место, где дно озера повыше, соответственно, здесь она должна быть где-то по щиколотку, и там просто лежат устрицы, их очень много, ты просто ходишь, собираешь их и другие морепродукты, как, например, трепанги, ну, если повезет. Складываешь, соответственно, забираешь, и можно уже съесть. Сейчас мы грузимся на катамараны, потому что нам надо еще переправиться через более глубокую часть. Я, как вы видите, уже в полном эквипе. У меня тут есть такие ботинки. И буквально минут через 5 мы отправимся, а пока можно походить по озеру, по берегу. Плыть на катамаране не так много, поэтому даже в роли гребца вы не успеете устать. Слезаем на мелководье и идем до устричной банки по колено в воде. Параллельно высматриваю в воде то, что можно забрать с собой. Пока вы идете, издали за вами будут наблюдать любопытные нерпы, но близко они не подплывают. За всю прогулку нашли несколько устриц и попробовали прямо там. И хоть это довольно интересное ощущение, свежие устрицы посреди озера под моросящим дождем, но я еще раз убедился, что морепродукты это не мое. Да и вообще поездка все больше берет уклон в сторону гастрономии, что не совсем мне нравится. В этот момент погода резко испортилась, подул ветер, пошел дождь, так что двигаемся обратно к катамарану, тем более идти примерно 1,5 километра. Почему-то в этот момент, идя под дождем по колено в воде, и в момент, когда мы гребли обратно в частично мокрой одежде, мне вспомнились рассказы Джека Лондона, где герои путешествовали на кораблях и преодолевали разные невзгоды. Конечно, тут не было абсолютно ничего сложного, но атмосфера мне показалась похожей. Ну, или я очень люблю драматизировать. А на берегу нас уже ждал обед. Да, опять еда. И опять морепродукты.
В начале видоса я говорил, что половину нашей поездки мы проведем на Сахалине и половину на Итурупе, после чего уже отправимся домой. Но сейчас планы немножко меняются, и мы уже сегодня отправляемся на остров Итуруп. Сейчас мы собираем вещи, и где-то через 4 часа у нас самолет, час полета, и мы уже будем на острове Итуруп в городе Северо-Курильск. Проведем мы там 4 дня, после этого вернемся назад. Но не сразу отправимся домой, а задержимся в Южно-Сахалинске еще на пару дней, чтобы посмотреть на маяк Анива. Все-таки я очень хочу его увидеть, и надеюсь, погода позволит нам это сделать. Летим до Итурупа Авророй, местной авиакомпанией. И это единственная авиакомпания, которая туда летает, и всего 2 рейса в неделю. Так что если планируете поездку на Итуруп, то билеты лучше покупать заранее, так как они довольно быстро заканчиваются. Самолет небольшой, узкофюзеляжный, всего по 4 места на ряд. К тому же еще и с винтами. На таком я раньше не летал. Вообще, это выглядит очень контрастно в сравнении с 777-м Боингом, где 10 мест в ряду, которым мы летели на Сахалин. Полет прошел хорошо. Даже предлагали газету и напитки за часовой полет. Виды при взлете и посадке красивые, а Итуруп с высоты выглядит очень кинематографично. Даже удалось разглядеть некоторые места, в которые мы поедем в ближайшие дни. Прямо на выходе из аэропорта нас встречает Богдан Хмельницкий, действующий вулкан высотой 1585 метров. Последний раз он извергался в 1860 году, однако и сейчас фиксируется небольшая активность. Выглядит очень величественно, и с таким видом мы отправляемся обустраиваться в главный город острова – Курильск, и сразу оттуда в первое интересное место. А пока можно сказать пару интересных фактов. Итуруп – самый крупный остров из Курильской гряды, с площадью почти 3174 квадратных километра и населением всего 7000 человек, 2500 из которых проживают в Курильске. Доехали до Девичьих слез, это такая небольшая стена водопадов. Сами водопады не очень большие, они буквально где-то по 2 метра, но зато их довольно много. После перелета, конечно, хочется отдохнуть. И для этого лучше всего здесь на Итурупе подойдут термальные источники. Их тут довольно много, и мы практически каждый день будем входить в разные источники, хоть и не все попадут в видео. Что ж, сегодня первые. На термальных источниках мы провели около часа. Попробовали и раздельные чаны, и открытые чаши, куда может прийти любой посетитель источников. Ощущения интересные. Особенно здорово посидеть на краю, немного подмерзнуть, все-таки сейчас октябрь, и после этого сразу залезть в горячую ванну. Но пора бы уже возвращаться, готовиться к завтрашней вылазке и, конечно, насладиться догорающим закатом.